Дорогие друзья, здравствуйте! Не забываем подписаться на канал, чтобы увидеть последние события сериала «Зимородок». Ну а я продолжаю описание следующего эпизода 72-й серии сериала «Зимородок». Халис Ага просит Хатидже оставить их с Ифакат наедине для того, чтобы срочно поговорить о важном. Разговаривая, Сейран с Суной во всем случившемся винят тетушку Хатуч. «Папа Архан был бы до сих пор жив», — говорит Сейран. Суна отвечает, что это не их вина, а вина тети. Но Сейран говорит, что если бы ее не было в жизни Ферита, то и его брат, и отец были бы живы. «Словно в эту семью мы принесли какое-то несчастье», — сказала Сейран. В комнату вошел Ферит, и девушки спешно закрыли компьютер, в котором рассматривали карту Лондона. Суна уходит, а Сейран с Феритом садятся рядом. Ферит рассказывает, что даже когда отец был с ними, он скучал по нему. «У нас только получилось стать как отец с сыном, и с мамой они только начали любить друг друга», — сказал Ферит. Сейран говорит, что отец будет продолжать любить его и гордиться им бесконечно. Ферит рассказывает, что он начал любить ее после того, как отец поговорил с ним по душам. Вспоминая свои ошибки и сколько горя он причинил Гюльгюн, когда-то Архан советовал Фериту дать Сейран шанс найти в ней хорошее качество. «Как ты посмотришь на жену с первого раза, так и жизнь у вас сложится», — говорил Архан. Так как дед оказался пустым, Ферит говорит, что не знает теперь, на кого полагаться. Ифакат поет Халису Аге, что все это произошло не потому, что он не знал, а потому, что Хатуч скрыла от него информацию про Мезиде. «Объясни это Фериту и Латифу скажи», — говорит ей Халис. «Не переживай, я займусь Феритом», — отвечает Ифакат. Халис Ага говорит, что Ферит еще молод, и он не может ему доверять, и предлагает Ифакат занять место в компании, так как раньше она часто посещала с ним деловые встречи и хорошо разбирается в бухгалтерских отчетах. Ага просит Ифакат завтра же провести собрание с рабочими и занять место председателя совета директоров. Тем временем Хатидже пришла в комнату Гюльгюн для того, чтобы поговорить как свекровь с невесткой. «Да как ты посмела зайти сюда?» — сказала Гюльгюн. Она злится на нее и называет ее губительницей своего мужа. «Все из-за тебя произошло. Ты привезла сюда все беды. Архан не заслужил. Ты этого заслужила!» — закричала Гюльгюн. На шум прибежали Асуман и Ифакат. Они помогают Хатуч выйти из комнаты. «Ох!» — причитает Хатидже. Ифакат же говорит, что Халис ее не услышит, и Гюльгюн немного права. А также неизвестно, чью сторону примет Халис. Ифакат советует впредь осторожно делать что-то в этом доме. Вдруг ей приходит видеозапись с камер дома Фикрие. Ифакат испугалась. Асуман спрашивает у Гюльгюн, сердится ли она на нее. «Ты изменила моему сыну», — отвечает Гюльгюн. Асу говорит, что не изменяла, а просто поверила не тому человеку, потому что хотела продолжить жизнь. Далее Асуман дает Гюльгюн понять, что она на ее стороне. Сейран с Феритом уснули на диване.
Когда Сейран ушла в уборную, Ферит взял ноутбук. Он спрашивает у Сейран, что они смотрели с Суной в Лондоне. И Сейран говорит, что Кая с Суной уезжают в Лондон, и она не хочет оставлять сестру в одиночестве. Сейран говорит, что хотела бы поехать жить туда через какое-то время. Ферит говорит, что он не может оставить мать, так как та в плохом состоянии. А Сейран предлагает, что сама поедет в Лондон и все там обустроит. Фериту не нравится такое поведение Сейран после последних событий. Сейран говорит, что сестре она тоже нужна, и лучше будет, если они уедут отсюда. Когда ты уже поставишь меня на один уровень со своей сестрой? Мне больше не о чем с тобой разговаривать. Делай с сестрой, что хочешь, говорит Ферит и уходит. Войдя в комнату, Кая увидел, как переживает Суна. Кая говорит, что он здесь ненадолго, и штамп не повлияет на ее статус. И вдруг Суна сообщает, что поедет с ним. Кая усмехнулся и попросил назвать причину. «Разве это имеет значение? Происходит все, что ты хочешь», — ответила Суна. И попросила не медлить с отъездом. «Отчего ты убегаешь?» – спрашивает Кая. Расплакавшись, Суна рассказывает, что ей нужно отвезти Сейран в Лондон во что бы это ни стало. Аби, увидев Ферита, понимает, что тот поссорился с Сейран. Ферит рассказывает, что госпожа Суна переезжает с Кайей в Лондон и предлагает им в такое тяжелое время поехать с ними. Аби не понимает, как она такое может предлагать, и говорит, что ей должно быть стыдно за это. «Мы одиноки», — говорит Ферит, как и в жизни, так и на кладбище. А Суна тем временем рассказывает Кае про Тарыка и доктора, которого тот нашел. Кая говорит, что завтра же все разузнает. Суна говорит, что Сейран не должна знать, что она все ему рассказала, так как та хочет рассказать первому Фериту. Кая дает слово, что сам найдет лучшего врача. А Суна берет у него обещание, что тот не будет встречаться с Тарыком и Софетом. А тем временем Ферит говорит Абедину, что у деда уже не осталось ни сил, ни власти, и настал его черед. И он хочет разделаться с теми мерзавцами, которые устроили отцу ловушку. Как дед захватил этот город, так и я сделаю. Или Стамбул меня возьмет, или я возьму Стамбул. «Я заставлю всех склонить передо мной колени», — сказал Ферит. Абедин видит, что Ферит полон решительности и не остановится. А тот планирует завтра же позвонить графу Зие и сделать все, что он скажет. «Я не допущу, чтобы уход моего отца стал напрасным. Если надо, я тоже готов уйти», — сказал Ферит. «Что ты хочешь от меня?» – спрашивает Абедин. И Ферит просит его разорвать связь с Ифакат и Латифом и оставить людей, которые будут подчиняться только им, а не дедушке. «Почему ты доверяешь мне?» – спросил Абедин. «Я с этого момента не доверяю даже себе», – ответил Ферит.